В этот раз я решила перед работой подобрать цветовую палитру. Зашла на сайт, натыкала что-то яркое. Удивительно, но в моем китайском дешевом наборе капиллярных ручек были все нужные оттенки. Сначала я хотела красить аккуратно, но потом поняла, что с таким количеством деталей ошибки будут незаметны. Из-за того, что я рисовала расслабленно, я закончила работу за 2,5 часа, а могла провозиться дольше. Потом мне показалось, что картинка выглядит слишком скучно, поэтому я добавила обводку серым маркером. Краска расплылась, получилась мягкая тень, появился объем. На камере кажется, что без обводки было лучше, но вживую это не так. Я подумала, что попугай получился классным, но если красить в эту же палитру фон, то получится слишком скучно. Поэтому я изменила половину палитры, так тоже можно сделать. Надо просто поставить замок на те цвета, которые нужно оставить, и сервис подберет новую палитру, которая будет гармонировать с выбранными цветами. Когда я добавила новые цвета, то картинка стала хаотичной. Я начала немного паниковать, но решила довести дело до конца. Оказалось, что если красить дальше, цветы начинают выглядеть намного лучше, так что переживать нечего. Я заметила, что можно замаскировать швы, которые образуются, когда раскрашиваешь крупные детали тонкой ручкой. Эти швы – мои злейшие враги с самого детства. Надо провести по швам еще несколько линий в форме неровной волны, и получится, что краска наплывает друг на друга. Вблизи похоже на текстуру мраморных жилок, очень красиво. Я пожалела, что сделала разноцветные листья. Намного симпатичнее было бы оставить их одноцветными, они бы хорошо оттеняли попугая. Я всегда думала, что рисовать дорого, но сейчас рисование становится более популярным, поэтому цены снижаются. Раскраска с огромным количеством рисунков обошлась в 300 рублей. Карандаши купила в фикс-прайс за 120 рублей, капиллярные ручки на 65 цветов стоили 1000 рублей. Что касается ручек, то это китайские ручки, которые брендированы какой-то русской компанией, но в них ничего особенного. Я использовала для фона акварельные карандаши. Ими намного приятнее рисовать, чем обычными, потому что они мягче идут. К тому же они хорошо расплываются под чем-то мокрым, так что можно делать интересные текстуры и фоны. Я вот выводила ватной палочкой петельки, получилось здорово. Еще я смешала голубую обводку и синий фон, чтобы получился эффект свечения.